Привет, уже не доктор на связи, и сегодня мы будем разбирать криптовалюту Litecoin, которую попросили разобрать участники приватной группы из-за того, что в прошлом прямом премиум-стриме мы не успели разобрать достаточно большое количество монет. Специально для премиум-подписчиков в публичном доступе. Значит так, криптовалюта Litecoin. Давайте сначала начнем с доллара и начнем разбор объективно, да, посмотрим. Будем рассматривать исключительно недельный таймфрейм, потому что, мельче не вижу смысла. У нас здесь есть 100-недельное простое скользящее среднее, на котором как раз сейчас находится цена, и она от нее отреагировала. То есть это уровень примерно $81. И исторически, да, в принципе, реакции были от этих значений. Не сказать, чтобы прям всегда точно, но в особенности в трендовых движениях, например, в альткоин сезоне 2017 года, это скользящее достаточно долго выступало в качестве поддержки. Что касается медвежьих бычьих дивергенций, их здесь уже давно нельзя разглядеть, потому что мы уже давно не обновляли новый какой-то минимум в данной проекции цен. Да? То есть у нас с 2024 года, по сути, минимум не обновлялся с июля. То есть уже около года. Потихонечку вроде бы как и растем относительно тех цен. С точки зрения волновой теории тут есть несколько раскладов. Я сейчас их покажу. Но прежде чем мы перейдем дальше, хочу сразу выделить два уровня. Когда я сейчас объясню, почему именно они. Но заранее скажу, что более-менее объективно, да, сказать, что действительно, скорее всего, что Litecoin будет расти, нужно пробивать зону 148.82. То есть вот эту вершину нужно пробить, желательно с закреплением недельной ценой закрытия, и тогда это будет хорошим сигналом на то, что Litecoin будет покорять свои вершины. Какие это вершины? Я сумел найти три цели, одна из них встретилась мне два раза по отношениям. Первая цель — это 997, район $1000. Вторая цель, на нее указывала два отношения при разных счетах. Это $1543, где-то примерно около 1500. И третий вариант — $5000. То есть это те уровни, до которых, на мой взгляд, может долететь, согласно волновой теории, Litecoin, если здесь движение еще не закончилось. Я хочу предоставить вам три возможных расклада. Один из них медвежий. То есть что будет, если совсем уже все плохо? Вот тоже заранее скажу, если совсем уже все плохо, то это нужно крепиться под $50. То есть под вот этой вот впадинкой. А еще лучше даже вот под этой, да, $41. То есть смотря с какой стороны посмотреть, в зависимости от типа счета волн. То есть можно даже какую-то такую выделить зону поддержки, которая является критической для лайткоина. То есть это $40. Крайняя граница, куда еще в принципе допустимо, куда еще можно спуститься. Теперь давайте от руки проведем графический анализ с помощью волн Эллиота. Можно предположить, что здесь у нас была первая волна, вторая волна. Здесь у нас закончилась третья. И тут у нас вопрос заключается с четвертой волной. То есть два сценария, которые начинают отличие свое именно здесь. Первый вариант, что это у нас самый первый, который бросается в глаза, это, возможно, здесь треугольник. Да? Здесь у нас такие троечки вроде бы как начинают образовываться. И в таком случае у нас здесь вот волна А, Б, С, Д, и вот это была волна Е. И это вот только первая, самая маленькая волна нового роста, да, взрывного, которая нас и там приведет к этим 1000 или $1500. То есть последняя волна вот этой пятиволновой структуры. Это первый сценарий. Он предполагает вход за концом волны D. То есть это у нас волна А, это у нас волна Б, это С, это волна Д, это волна Е предполагаемая, да, то есть конец треугольника. Вход в трейд в треугольник предполагает на пробитии конца волны D. То есть пробой, то есть вышли из какой-то трендовой линии, образованной как раз вот этими вот двумя вершинами, плюс пробой вот этой вот вершины более-менее значимый, это сигнал на вход. И, в принципе, большую часть движения пропустить не должны. Это в случае, если с треугольника. Теперь в случае
с другой вариант волн, да? Какой здесь может быть? Может быть, здесь у нас в качестве четвертой волны была какая-то бегущая плоская коррекция. Вариант более редкий, поэтому я решил выставить на такой, знаете, как запасной вариант. Здесь у нас с треугольничком волна B и волна С в троечке в первой, да, растянулась. То есть первая тройка, вторая тройка, и здесь у нас еще одна тройка, тоже с растянутой волной С, то есть больше, чем волна А. Нетипичная ситуация. Может такое быть? Да, может быть. В такой ситуации у нас уже финальный импульс уже начался, и он будет достаточно крупным. То есть это у нас была первая волна, здесь у нас вторая волна, а здесь у нас началась только вот первая подволна волны номер 3. То есть ее сейчас вот вторая волна закончилась, и вот сейчас вот должна начаться третья только подволна волны номер 3. То есть в общей сложности картина должна быть такой, что у нас будет чуть-чуть более мощное движение. Вот, кстати, такой расклад может привести и к тем самым $5000. Потому что если так на это все смотреть, да, то у нас получается, что коррекция, которая подразумевала заход намного глубже этой впадины, то есть здесь, по идее, за счет вот этого закола вот этой тройкой, по идее, здесь должна быть коррекция намного глубже этой впадины. Но если этого не произошло, так называемая появилась бегущая коррекция, это значит, что бычьи силы, бычий импульс настолько мощны, что не позволили развиться в правильной форме этой расширенной плоской коррекции. То есть наиболее частый случай развития именно таких форм коррекции. Это может нас подтолкнуть на то, что да, действительно, наверное, все-таки пятая волна будет покрупнее, намного покрупнее, чем волна номер 1. Вот, не будет там никакого равенства с волной номер 1. Ну и что-то там будет более мощное. При таком счете волн я не стал откладывать какие-то вот эти цели ближайшие, хотя тоже можно было бы их отложить, помимо той $1000 и выше там $1500-5000. Можно было бы, конечно, еще и здесь тоже отметить там район $500 цель, да, и район $2500. То есть тоже можно было бы на самом деле эти уровни отметить, но я уже не стал, потому что все-таки это альтернативный счет волны. Если мы будем вообще все отмечать, это будет какая-то каша, и нужно выбрать что-то основное, то есть какой-то основной сценарий. Это тоже второй бычий сценарий, и согласно него мы тоже должны для подтверждения, если это у нас третья волна сейчас развивается, и это у нас только ее первая подволна, нам тоже нужно преодолеть ее конец. То есть точно так же, как с тем же треугольником, напоминаю, при предыдущем первом варианте счете волн, здесь у нас был конец волны Е треугольника. То здесь тоже при этом счете волн точно такая же стратегия. То есть тоже нужно преодолевать вот эту вот вершинку $149-150 и уже закрепом хотя бы на недельном таймфрейме, там смотреть уже по структурам, уже тогда заходить в лонг. Да. Здесь немножко ближе как раз благодаря этому сценарию, если это у нас уже начинает, в отличие от сценария с треугольником, то есть если в треугольнике нам стоп надо вообще-то поставить в данной ситуации под $40, то при этом сценарии стоп нам нужно поставить даже чуть поближе. То есть здесь мы можем немножко ближе защититься, здесь немножко выгоднее. То есть и с точки зрения структуры, которая может подсказать сильный рост, и с точки зрения стоп-приказа защиты можно ориентироваться не на $40, а на 50. Но я бы все-таки не жадничал, может быть, даже преуменьшил бы размер позиции, если и заходить на пробои, но тем не менее все-таки защиту бы ставил под $40. Так немножко безопаснее, с учетом волатильности данного альткоина в период альткоин-сезонов, я думаю, жадничать сильно не надо. Поэтому шансы есть у альткоина. Теперь давайте последний медвежий расклад рассмотрим, не очень хороший, при котором на самом деле весь рост для этой криптовалюты уже закончился. И это вполне себе адекватный сценарий, где у нас была первая волна, вторая, третья волна. Это у нас была, скажем, четвертая. И здесь была там пятая волна. Сейчас я нарисую красивее, чтобы вам было видно. Вот первая волна, вторая, третья.
четвертая, и здесь какая-то такая вот очень некрасивая последняя пятая волна, да, то есть здесь у нас была ее первая, тут где-то у нас была спряталась третья, и здесь, может быть, даже пятая закончилась какой-то неудачей, и здесь у нас только самое начало глубокой достаточно коррекции. Но, опять же, подтверждать все это дело надо при пробое $41. То есть, если будем спускаться ниже $41, то, в принципе, даже можно подумать об открытии коротких позиций. Кроме того, в помощь нам также могут прийти трендовые линии, и здесь у нас явно налицо вот такая вот важная трендовая линия, которую, значит, наравне с 50-недельным скользящим средним, если будем нырять под него, да, если вот видим исторически, когда ныряет лайткоин под 50-недельное скользящее среднее, даже во времена коррекций, то ничего хорошего после этого не происходит. Он теряет просто в разы свою стоимость. Вот поэтому здесь то же самое. Пока что о коротких позициях говорить рано, пока мы находимся выше этого скользящего среднего и выше этой трендовой линии, и, в принципе, даже выше этих вот значений. То есть нужно ориентироваться на уровень 50 и $40. То есть, ну, если так уже более консервативно, то $40. И для полноты картины предлагаю взглянуть еще на биткоин, на график в паре с биткоином. Здесь все по-прежнему плохо, но есть признаки некоторого возможного разворота, хотя я бы сказал, что надежность их оставляет желать лучшего, потому что основной инструмент для того, чтобы предвидеть разворот тенденции одной на другую, это какие-нибудь бычьи дивергенции. Они здесь уже начинают формироваться на некоторых осцилляторах, например, на линиях MACD, гистограмме MACD, на моментуме начинают формироваться. Но дело в том, что если мы взглянем на последние несколько лет истории лайткоина, то мы таких бычьих дивергенций видели уже не одну. И ни одна из них, практически ни одна из них не отработала как следует. То есть здесь какие-то единичные случаи были, но там только с двойной, с тройной дивергенцией это начинало отрабатывать. Очень хаотично ведут себя разрозненно осцилляторы, то есть не подтверждают друг друга, индекс относительной силы, линии, гистограмма и моментум действуют достаточно хаотично. С другой стороны, ADX показал слабость и, может быть, сейчас вот сформировал дно. Это специальный индикатор, который измеряет присутствие или отсутствие тренда. Мы видим, что он на одних из рекордно низких отметок сейчас, то есть прямо на нижней границе своей. Это значит, что нас с вами впереди ждет какой-то достаточно весомый тренд. То есть, возможно, будет перемена тенденций, либо усиление падения, либо все-таки уже рост наконец-то. Да? Можем еще посмотреть на моментум. С этой точки зрения, ну, во всяком случае, мы уже скорее дешево торгуемся, нежели дорого, да, потому что мы находимся достаточно глубоко под скользящими, и хотя бы на какой-то отскок уже в ближайшее время можно рассчитывать. То есть в данном случае мы смотрим конкретно в этом примере на отношение цены к 20-недельному скользящему среднему. Давайте я даже это среднее скользящее, даже здесь мы его обозначим, чтобы оно у нас тоже здесь было. SMA просто поставим. И вот оно у нас голубенькое. Имеет ли оно вообще здесь у нас какой-то смысл? Ну, я бы так не сказал. Достаточно грязная вещь. Надо адаптировать, но можно использовать. Давайте, чтобы время не терять, в принципе, и этого тоже достаточно сейчас. И здесь, даже опираясь на это расхождение, на это отношение, мы все равно уже видим, да, с годами, с 2017 года, все-таки не может цена прямо уже с каждым шагом все дальше и дальше отходить от этого среднего скользящего. Мы находимся, вероятно, уже где-то у нижней границы диапазона, то есть видим, что крайне перепродан к паре данный инструмент вкупе с бычьими дивергенциями, но, опять же, которые в прошлые годы не особо-то и отрабатывали, но все равно мы это должны иметь в виду, как бы намекает, что да, возможен разворот здесь, но он в особенности требует крайних подтверждений. Что это за подтверждения такие? Ну, во-первых, надо вернуться выше вот этой впадины, это самое первое, да, то есть то, что у нас раньше было поддержкой, теперь выступит сопротивлением,
То есть этот вот уровень, то есть нужно выше 0,30820 подниматься к биткоину. И уже прямо хотя бы ближайшее подтверждение на вход в лонг, это у нас пробой уже уровня 1546 сатош, вот эта вот вершина. Второе подтверждение, еще более весомое того, что это будет альткоин-сезон для лайткоина, это 5100 сатош. И последнее, третье, прямо уже очень весомое, это 24591. Ну и, конечно же, исторический максимум. Как действовать вам? Вы можете при пробитии каждого из этого уровня действовать из стратегии так называемого пирамидинга, то есть немножко увеличивать размер позиции, ориентируясь на то, что у вас было. Самое главное при таком подходе, при такой стратегии, чтобы когда вы добавляете еще в уже развивающуюся и прибыльную позицию новую сделку, главное, чтобы при новых условиях, при новом добавлении ваша сделка при неудаче не оказалась убыточной. То есть то, что вчера еще было прибыльным, чтобы завтра не стало убыточным. То есть ни в коем случае уже в сделку, которая принесла вам деньги, не добавляйте столько, чтобы снова ее засунуть в зону рисковой. То есть лучше даже где-то не жадничать, а поискать какие-то другие сделки, подождать, потерпеть, и лучше побыстрее перевести все свои сделки, разумно перевести в статус безрисковых со стопом, например, где-то в зоне безубыточности, а еще лучше гарантированного профита. Такая вот история с лайткоином. Надеюсь, всем понравилось. А если понравилось, то тогда, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, коммент, колокол, чтобы новые не пропускать. Ну и на мою телегу подписывайтесь. Она, кстати, абсолютно бесплатная, несмотря на то, что у меня контент выходит еще и в приватной группе. Есть еще и бесплатный телеграм-канал, там тоже много всего. Посты выходят, какие-то обзоры в текстовом виде, которые не появляются на ютубе, какие-то мои мимолетные мысли по поводу рынка, развития в плане инвестиций. Все в телеге, ссылочка в описании и в первом комментарии в закрепе. А я, в свою очередь, желаю вам всем жирного профита. Увидимся в следующем видео. Пока.